Козерог, 2024 год. И я приветствую вас, мои дорогие козероги, на канале Таро Инспирационе. И в этом видео мы посмотрим именно вас в 2024 году, или в центре внимания ваша личность, ваши где-то планы, мир собственности. Посмотрим материальными благами, которые вы владеете, или ситуация, которая создалась. Ну, может быть, на конец 23 года, если вы смотрите это видео именно теперь, или начало 24-го, и в каком прогрессе это будет развиваться, что вы будете иметь от того, что имеете сейчас, или какие возможности. Мы посмотрим, достанем карты на общение, контакты в социуме, отношения с родственниками, может быть, с близкими, знакомыми, соседями, а также ваша личная жизнь, любовь. Посмотрим вопросы творчества, карьеры, ваших личных достижений и амбиций, неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, ну и в целом, что важно знать, а может быть, что и скрыто. И первую карту, как мы и говорили, в центре вы и ваша личность. Вот каков для вас одной картой, что нам расскажет колода Золотого Таро, на которой мы делаем этот Таро-расклад для вас, мои дорогие козероги, на 24 год. Как видят карты. Интересно. Карта Ля Папеса, как мы теперь ее называем. Или, как мы теперь называем эту карту, Верховная Жрица. Карта тайн, карта мистики. Но в основе, и вот в этой колоде Золотого Таро, она прорисована именно той, которая предшествовала. Ведь первые карты Таро, по крайней мере в той прорисовке в большинстве, которые дошли до наших дней, это все-таки Италия. О чем говорит эта карта? Если мы говорим про мистику, про тайны, с одной стороны, вам будет что скрывать, мои дорогие козероги, то, что вы не захотите обнародовать. С другой стороны, вы можете столкнуться с человеком, который вам тоже всех карт своих не раскроет. Или не узнаете вы про него подноготную. Или в целом год будет, ну, где-то вам придется балансировать между тем, что вы хотите осуществить, и какой-то реальностью. Может быть, вы придете к выводу, что мне где-то помогает, когда я меньше рассказываю о себе. Когда обо мне, в принципе, меньше знают. Вы будете словно пытаться искать какую-то истину, в чем-то разобраться, а с другой стороны вы можете сделать что-то, совершить совершенно такое, чего от вас никто не ждет. Немного истории. Те, кто смотрит на моем канале видео, уже наверняка слышали исторический момент, который я поясняла по этой карте, но кто-то смотрит впервые, поэтому два слова, чтобы вы правильно понимали, откуда эта карта и вообще с чем это может быть связано в вашей жизни, и как бы переложить на свои реалии и продумать, что это может означать. Так вот, приблизительно 800-е года, это 850-е или 870-е, точных дат нет, поскольку этот факт, он утаивается, он официально не признан ни Ватиканом, понятно, никаких портретов нет, и сведений официальных, как, по крайней мере, те, которые были бы в каком-то доступе даже для ученых, понятное дело, тоже нет, отсутствуют. Есть хроники, которые дошли до нашего времени. Было такое белое пятно в истории Ватикана, когда главенствующим лицом был отнюдь не папа, а была как раз Ля Папеса. И по разным сведениям это проходило в разные годы, просуществовало это недолго, порядка 2,5 лет. Откуда же взялась Ля Папеса в лоне католической церкви? Девушка, которая была, ну, не похожа скорее на остальных. Она хотела делать карьеру, она хотела учиться, потому что сама по себе была интеллектуалкой, очень умная, быстро осваивала науки, быстро осваивала, кстати, языки, умела владеть мечом. Она не была похожа на ту традиционную женщину, которую мы, или то общество того времени, 800-е года, привыкло видеть. И она рано поняла тот факт, что будет где-то в разрезе дома растить детей, прислуживать мужу, тем, чем занималась традиционная женщина того времени. И ее это категорически не устраивало, поскольку она стремилась к знаниям. Есть, безусловно, сведения, что и много сведений по этому поводу, что была там и любовная история, но я сейчас этот факт опускаю как тот факт от происхождения, откуда она, поскольку по разным источникам я читала, что она и немка, кто-то пишет, что она англичанка.
разные теории, я не согласна, лично я не согласна ни с одной этой теорией, потому что это немножко не вяжется с тем состоянием католической церкви, который был на тот век. Она была больше по телосложению похожа на юношу, и поэтому ей выдать себя за юношу не составило труда. Она получает образование, и дальше она сумела дослужиться до кардинала, и впоследствии она становится папой. Финал этой истории достаточно грустный в любом случае. Есть сведения о том, что одни пишут хроники, якобы папесса была беременная, и роды начались в тот момент, когда шло торжественное шествие, и она буквально родила младенца на ступенях храма. Другие хроники описывают, что это произошло ближе к Элизею. И я относительно недавно прочитала одного из итальянских авторов, который пишет о том, что на самом деле она родила здорового мальчика. И этот мальчик в последующем тоже получил образование, получил и сан соответствующий. Сама же она была в изгнании, на нее было наложено эпитимия, но когда она умерла, сын ее похоронил. То есть вот настолько много противоречивых мнений, нет какой-то конкретики, и, видимо, мы загадки истории будем еще только узнавать. Но мы отвлеклись, и я для чего так подробно вам рассказываю. Вот переложите, насколько может быть какая-то парадоксальная ситуация в вашей жизни. Что-то либо будет для вас самих меняться, или вы захотите действительно сделать то, чего от вас не ожидают, или каким-то образом коренным изменить свою жизнь. И надо сказать, 24-й год, планета Плутон, который был до этого времени в вашем знаке, очень долгое время, 20 лет. Теперь он окончательно перейдет в знак Водолея. И для вас постепенно вот эта тяжесть Плутона вам будет как будто на душе более спокойно, более радостно. Для вас больше будет, больше может быть каких-то перспектив открываться. Давайте мы будем смотреть дальше. И узнаем следующий у нас вопрос. Мир вашей собственности. Материальные блага. Что есть сейчас для вас, Козероги, на конец 23-го года, если вы смотрите видео, или начало 24-го года? Ваша материальная ситуация. И вам выпадает колесо фортуны, значит, у кого-то изменения из вас начались уже в 23-м году. Может быть, уходящего года, последние месяцы для вас поставили, или вас поставили перед какой-то задачей, или что-то произошло, когда вы приняли окончательное решение. Может быть, как раз вот это окончательное решение, когда от вас его не ожидали. И здесь может проиграться любая ситуация, например, у кого-то она проиграется в личной жизни, например, да? Вы сделали какой-то резкий реверанс, разворот, то, чего от вас не ожидали. Долгое время терпели, а тут вы сказали, ну все, хватит, баста, дальше так больше не будет продолжаться. И от вас это было тоже для достаточно терпеливого Козерога, для того, кто ценит как структуру, порядок и больше какой-то надежности, нежели быстрее каких-то перемен, ну, предпочитает, по крайней мере, в своей жизни. Вот это был момент совершенно неожиданный, который никто не мог просчитать. Но у вас-то, скорее всего, этот просчет уже был давным-давно. У нас выпадает колесо фортуны, повторяюсь, и посмотрите, у нас показана семья, почему я и говорю, что у кого-то это могли быть перемены в личной жизни. Хотя это могла быть и какая-то рабочая ситуация, или когда вы меняете работу, когда вы решили делать карьеру. Может быть, до этого тоже вы это не афишировали, вы никому своими планами как бы их не рассказывали, не делились. Так вот, если мы про карту колесо фортуны, нам как будто вам, мои дорогие козероги, придется, ну, где-то держать баланс в течение года. Более того, пространство вам откликается, ведь это второй старший аркан. А когда старший аркан, это всегда обстоятельства на нас влияют. Так вот здесь буквально обстоятельства, но что-то со знаком плюс будет, даже если вы что-то из разряда иррационального, какие-то действия предприняли, словно пространство откликается и вас поддерживает, давая вам какие-то возможности свою жизнь кардинальным образом улучшить. Но вам, вот как этому отцу семейства, который изображен на карте,
Он как будто следит за очагом. И вот этот огонь он не должен не обжигать, а просто где-то согревать. Кто-то из вас, может быть, будет менять место жительства. Кто-то, безусловно, может поменять место работы. Кто-то решит делать карьеру. У кого-то отношения в вашей паре тоже будут где-то меняться. И я повторюсь, уже какие-то предпосылки были, скорее всего, в 23-м году. И, видимо, вот от этого решения где-то будет зависеть ваша дальнейшая ситуация. Вы какую-то свою материальную как будто программу, да, вы будете пересматривать, как-то корректировать. Есть именно изменения вот в той или иной сфере вашей жизни, которые так или иначе оказывают влияние на ваш материальный доход. Может быть, это было несколько материальных доходов, то есть доход из пассивного источника, да, какого-то. У кого-то это могла быть помимо работы, допустим, сдача квартир или какое-то хобби, которое вы монетизировали, или у кого-то доход супруга, да, тут какая-то тоже история меняется. Вот у каждого здесь по-разному, но опять же, вот есть то какое-то принято решение, уже пошли какие-то перемены, и вы как будто новую реальность, новый какой-то свой материализм, мои дорогие, отстраиваете. Давайте что еще узнаем. На начало 2024 года. Самое время нас призывают вообще сложить оружие, не вступать в какие-то споры, может быть, больше быть за кулисами, привести мысли в порядок. За кулисами я имею в виду, когда мы не увеличиваем дистанцию конфликта, именно сложить оружие и привести мысли в порядок, нам об этом говорит карта. И это у нас 4 мечей. Любая 4 – это какая-то статика и стабильность. Значит, вот то положение, которое у вас сложится на момент начала 2024 года, действительно, как вот этому отцу семейства, который следит за очагом, придется, ну, в какой-то мере удерживать, чтобы что-то не растиражировать. Может быть, в чем-то не было проигрыша, в чем-то не просчитаться. И я могу сказать еще один такой момент. Если колесо фортуны – это всегда, как я уже сказала, возможности, и с другой стороны на нас влияют обстоятельства. Это то, чего мы не можем отложить на потом, с чем мы должны сразу провзаимодействовать. А следом идет 4. Ну вот, наверное, примите во внимание, что где-то с начала года или конец 23-го что-то словно, знаете, как вот завертелось, закрутилось, а потом будет где-то пауза. Именно для того, чтобы вы, может быть, правильно оценили обстановку. Вот в чем-то не просчитаться. А что тогда дальше? Вы останетесь довольны. Вот, видимо, у каждого в своей сфере жизни происходят изменения. У вас, мои дорогие козероги, и все равно это карта праздника, 3 кубков, когда у вас получается решить какой-то вопрос. Может быть, часть вопросов решится сама по себе. Вам именно нужно было словно запустить какой-то механизм перемен, и постепенно будет отстраиваться какая-то реальность. И если мы говорим про продолжение, то вы будете видеть результаты своего труда. Я понимаю, что у каждого какие-то свои вопросы будут наболевшие, но значит итог, козероги, вас порадует. Что в дальнейшем? Материальная составляющая. Что вы будете иметь? Давайте посмотрим. Ориентир ближе к концу 2024 года, как итог, может быть. Вы останетесь довольны. Я могу сказать, у кого-то изменения в личной жизни, как предложение руки и сердца. Или вы как будто, да, с новым партнером приходит новый доход, может быть, вполне. Или если мы в целом, эта карта рыцарь кубков всегда говорит о том, что настроение наше будет хорошее. В плане чувств, в плане вдохновения, что-то как какая-то, может быть, деятельность вас заинтересует, и вам захочется проявить себя, попробовать, может быть, в новом виде деятельности или в новых способах заработка. Но нам здесь больше о чувствах, поэтому я достану еще одну карту. И если для кого-то из вас будет действительно желание делать то, чем я раньше не занимался, или сменить направление сферы своей деятельности, как вы получаете доход. У кого-то это может быть кардинальной переменой. Раньше вы, допустим, были в офисе или ходили куда-то в организацию. Здесь вы можете, ну, подумать о том, что не заняться ли мне либо моим каким-то ремеслом, то, что я умею делать очень хорошо, либо перейти на
какую-то удаленную работу, может быть, на какой-то фриланс. Как будто отталкиваться вы будете от того, что мне должно нравиться, то, чем я занимаюсь. Но будут, безусловно, сомнения. Может быть, по части трат или по части дохода получится у меня или нет. Поэтому карта у нас восьмерка мечей говорит только об одном. Сними вот эту вот повязка, которая на глазах, да, и увидь какую-то реальность. Потому что то, что видит девушка, показанная на карте, в реальности этого не существует. Это карта внутренних страхов, и нам где-то говорят, что как сомнения, так и страх искажают реальность. А для вас будет важно оставаться реалистами. Что еще? Дела, работа, деньги. Вы знаете, если вы тут как будто на что-то решаетесь, посмотрите, старший аркан еще один, колесница, это карта успеха, карта прогресса сама по себе. И она нам сразу дает как и совет, так и где-то предвосхищает ваш успех заработать деньги, но может быть совершенно по-другому это сделать. Кто-то, правда, поменяет работу, уйдет, допустим, на ту работу, которая связана с командировками, или на ту работу, которая вообще в другой местности, может быть, вы переедете, и для вас вся жизнь пойдет в каком-то другом ключе, в другой какой-то реальности, в другом формате. По карте колесницы возможно все. Тут самое главное, как будто не оглядываться назад. Может быть, вот вы и будете мысли в порядок приводить. Может быть, вот эти сомнения и страхи по части того, что у кого-то ведь это через личную жизнь, вот так может все закрутиться в вашей судьбе. Или это может закрутиться от внезапных предложений, может быть, по работе, или пусть это ваше решение, вы уже где-то намеренно искали что-то подобное, но ведь решиться окончательно надо на это. И как раз по карте колесницы нам и говорят, не оборачивайся назад, полный вперед, у тебя все получится. Здесь нам предлагают вообще как будто сменить шаблон и в себе не сомневаться. Главное, наверное, вот этот праздник в душе поддерживать. Как ни странно, видимо, если вы будете заниматься тем делом, которое вас вдохновляет, когда вокруг вас, мои дорогие козероги, будут люди, которых вы рады видеть, так и материальная составляющая, как ни странно, для кармана, да, будет складываться наиболее удачно. Вот как будто так. Ваша задача не быть в какой-то зависшей долгой ситуации или не сомневаться в себе. Смена парадигмы. Это на самом деле так. Давайте мы посмотрим. Общение, коммуникации, отношения в социуме. И вам выпадает карта императрицы. И не важно, что меня смотрят мужчины. Это значит, либо в вашей жизни может быть такая важная женщина, но и у вас же огромные возможности, мои дорогие козероги, по этой карте сразу все, как и материализм, в целом благополучие, как какие-то творческие проекты, как популярность, когда у нас все получается. Для вас нет ничего невозможного. И единственное, я бы сказала, будет очень важно, чтобы, вот как нас предупредили уже карты в первом ряду, как общение, так и ваш род занятий. Вас все это должно радовать. Но как будто построить новое качество жизни. Для кого-то из вас, мои дорогие девушки, женщины, в этот год вы можете стать матерью. Или вопросы беременности, материнства вот в целом так могут проигрываться, да. Или вопросы, правда, вашего личного какого-то партнерства, они будут тоже на первом месте. И отчасти и в верхнем-то ведь ряду карт, посмотрите, личная жизнь как будто точно не на последнем месте, мои дорогие козероги. Давайте мы посмотрим. Любовь и личная жизнь, хотя, опять же, настолько всеобъемлющий аркан императрица, который говорит нам сразу обо всем. Но мы смотрим. Любовь. А здесь нам отчасти про деньги. Хотя вот эта карта часто говорит о помощи высших сил. Нас как будто поддерживают. И как раз вместо этой карты под картой колесо фортуны. И как будто будут и деньги, будет и благополучие. Естественно, у вас старшая аркана императрицы, снова повторяюсь, может быть, решая какие-то вопросы по делам, по работе, по документам. Вы познакомитесь с человеком, может быть, у кого-то такое знакомство осуществится. Но в целом, когда действительно есть какая-то как помощь высших сил, есть какая-то уверенность, или вы будете строить такие отношения, и у вас, посмотрите, как раз есть такая возможность построить очень прочный союз, когда мы с нашим партнером, с моим партнером, мы вдвоем словно думаем в унисон.
и в одной тональности. Вообще фантастика. Ну, личная жизнь как будет для вас складываться в 2024 году. Давайте мы посмотрим первую карту и вторую. И вот смотрите, что у нас показывают. Есть определенная тяжесть, или назовите это разочарование, или скорее усталость. У кого-то усталость от прежних отношений, и вам как будто эту усталость нужно нейтрализовать, а на место ее должен прийти туз кубков. Радость, счастье, благополучие, удовольствие, мои дорогие козероги, от жизни, правда, туз кубков, он чаще всего показан, ну пусть не в этой колоде, как через край, а в этой колоде вообще чудесно. Тут действительно вам высшие силы будут помогать. Ангел как будто вручает вам этот кубок и говорит: на, возьми. Какие-то новости будут у вас приятные, как и приятные предложения. У кого-то предложение руки и сердца, у кого-то уйти, может быть, от какой-то безысходности, от того, что я много работал или работала, а теперь как-то вы вдвоем тут можете даже, да, с учетом шестерки монет или пентаклей, вы даже семейный бизнес можете организовать. Тут какой-то удивительный союз вы можете построить, козероги, когда и для души, и для вдохновения, и для кармана это тоже, понимаете, как очень сбалансировано. Ладно, давайте мы посмотрим работа творчества. Все будет, наверное, зависеть от приложенных усилий, понимаете? И как-то думать вот совершенно не так, что-то делать, ну, нестандартно, и предпринимать какие-то действия, да, все-таки, если у нас ля папеса выпадает, значит, предполагается вот что-то не в обычном формате мы как будто делаем, может быть, изучаем. У кого-то, если вы один или одна долгое время, значит, надо продумать, каким образом я могу познакомиться. Может быть, вот те же самые изучения, если ля папеса, курсы отправиться, да, и не важно, что вы будете учить. Или вы на какой-нибудь курс иностранных языков, или какой-то психологии, или по вождению, например, права получить. Вы можете познакомиться. То есть мы не знаем, в аптеке, в магазине или где-то случайно в метро, где мы встретим свою вторую половинку. Главное, не сидеть на месте, мои дорогие, и какие-то альтернативные варианты использовать, испробовать. Потому что у вас, посмотрите, как карты ложатся. Самое время быть счастливым, я бы сказала, в 2024 году. Давайте мы посмотрим работа, творчество, как. Но нечего добавлять. В целом нам снова где-то продолжают историю личной жизни, потому что это десятка кубков. И нам про вдохновение и про, знаете, благоденствие, изобилие, процветание. Где-то и про душу, где-то и про какие-то высокие цели, про пару, которая, да, вот словно думает в унисон, вот как я сказала, и дети, и семья. По этой карте это могут проходить вопросы жилища. Видимо, у кого-то вопросы по работе могут перейти в тот формат, когда я хочу работать на дому удаленно, правда? У кого-то такое проиграется. Но в целом даже пусть нам на работу или на творчество. Когда есть вдохновение, тогда есть и творчество, правда? Но если мы говорим про работу, у кого-то это может быть материнство, правда, мои дорогие? И когда вам придется больше внимания уделять личной жизни и семье. Но как будто у нас и с финансами-то тоже полный порядок. А для кого-то это будет означать новое вдохновение, какой-то, ну, может быть, новый инсайт, проект, который вы тоже осуществите, потому что по десятке кубков это всегда есть результат. Причем тот результат, который нас точно радует и делает счастливыми. Но, тем не менее, давайте еще одну карту мы достанем. По Луне очень хорошо проигрываются вот те отношения в паре, в семье, когда нежность, когда, ну, где-то новые грани чувственности, новая алхимия близости, вот забота друг о друге. Может быть, для кого-то из вас это будет еще и означать, как вот творчество, интуиция. Поэтому слушайте свою интуицию, и это карта мудрости. Безусловно, по карте Луна, это старший аркан, мы не должны собой рисковать. Может быть, карта нам говорит где-то: береги те отношения или тех людей, которые тебя любят. Те, которые к тебе относятся и принимают тебя таким, какой ты есть. Как будто не должно быть риска. Не должно, может быть таких
Но с вашей стороны решений, когда вы можете словно себе навредить. Вот все-таки неопределенность какая-то может быть, поэтому будьте аккуратны. Давайте мы с вами посмотрим карьера, амбиции и ваши достижения на 24 год. Знаете, правда, где-то с чем-то не сглупить. Видимо, мы переходим, да, у нас работа, мы смотрели, или творчество, и дальше мы идем по амбициям. Вот, видимо, с амбициями где-то аккуратно на поворотах. Не настаивайте где-то на своем, потому что или какой-то прежний шаблон поведения, или когда, знаете, у нас кончилось терпение, и нам какую-то непонятную ситуацию хочется быстрее завершить. Быстрее не значит правильно. Вот как раз из-за скорости, из-за какой-то мы можем отчасти себе навредить. Конечно, старший аркан нулевой говорит нам о том, что работа будет меняться, безусловно. Может быть, и как новая должность или какие-то ваши проекты. Но в этой колоде карт нам еще и говорят о том, и это первое значение, нам изображена женщина, и в карте прописано: идет женщина, громко поет песни и стучит в бубен, привлекая к себе внимание. Вот как будто не привлекайте к себе внимание, не настаивайте на какой-то своей идее. Тут, знаете, сама по себе, может быть, реальность может тысячу раз меняться в течение года. Мы можем думать, что мы в чем-то правы, а потом, ну, как-то разовьются события, и мы можем пожалеть, что куда-то поторопились. Не торопитесь. С чем-то не сглупить все-таки, я бы сказала, будет важно. Или не взяться, мои дорогие козероги, за тот проект, с которым вы в последующем, через какое-то время останетесь один на один и словно будете за что-то в одиночку отвечать. Вот в этом плане будьте внимательны. Как раз по нулевому аркану вот такая оплошность бывает проигрывается с учетом карты Луна. У вас удачный период жизни. И нам, или вам точнее, это как может казаться, что у меня сейчас все под контролем, у меня все схвачено, я во всем уверен. Вот кто делает ошибки? Тот, кто во всем уверен. Тот, который не уверен, он потихонечку, медленно, шаг за шагом. И вот как, кстати, по карте Луна нам говорят, сделал шаг, остановился, осмотрись. А потом только обдумай и делай второй шаг. А если погорячиться так вот на полном ходу, мы куда-то можем проскользнуть, поторопиться и чего-то не заметим. Будьте внимательны. Что же ваши достижения? Давайте мы посмотрим. 24 год. Могут быть люди, которые с вами не согласны. По пажу мечей могут проходить как раз, знаете, когда мы не должны доверять каким-то вау-проектам. Нам может быть подана какая-то мысль, идея, как что-то удивительное и выигрышное. А на самом деле вот как раз мы можем и остаться, ну, извините, в дураках, правда. С чем-то мы не должны просчитаться. Отчасти, обратите внимание, паж мечей, но почему-то в небесах телец золотой изображен, это имеется в виду материальное благополучие. Может быть, какой-то вау-проект будет с какими-то тратами связан. И поэтому с деньгами просчитаться вы тоже не должны. По этой карте очень хорошо, и она где-то нам советует: докопайся до истины, узнай правду, узнай, как в отношении тебя работает закон. Вот как будто закон не следует нарушать. Может быть, не соглашаться на какие-то мутные сделки или предложения, когда, правда, один на один останемся с какой-то проблемой. Давайте мы посмотрим. Хорошо, каковы же ваши амбиции, насколько они будут удовлетворены? Конечно, будут удовлетворены так или иначе, но, видимо, с каким-то элементом осторожности, мои дорогие, поэтому все должно быть по закону. Тайное становится явным, это точно. У нас в Водолее будет Плутон на последующие 20 лет. И нельзя вот в последующие 20 лет думать, даже, может быть, по тем делам, которые, ну, как будто проскальзывало, проходило, как мы говорим, да? А тут не пройдет. Тут какая-то обратка может прилететь. Поэтому если вот быть где-то законопослушными или просчитывать какие-то свои шаги, ну, так на какую-то дистанцию, предусматривать что-либо. Вот нам карта говорит: на достижение, на амбиции, победа. Кто хочет получить должность, пожалуйста. Да, не будет этот путь такой вот совсем простой. И, видимо, какие-то будут противодействия, может быть, кто-то будет не согласен, кто-то может вас провоцировать на конфликт, к этому надо быть готовому. Или наоборот, путем лести
как-то так замылить вам глаза, чтобы вы тоже на что-то согласились. Поэтому будьте, знаете как, будьте реалистом, вы как раз реалисты. Но риск должен быть исключен, и тогда победа у вас в кармане. Давайте мы посмотрим неожиданности, с чем вы можете столкнуться, козероги, в течение 2024 года. О чем нам скажут карты? Неожиданности. С враньем можете столкнуться буквально, с лестью можете столкнуться. Вот мы только об этом сейчас говорили. По семерке мечей это у нас называют карта вора, хотя ни в одной колоде я не видела, чтобы вот эта фраза была прописана. Но это стойкое значение такое, которое передается. И значит, есть такой элемент, что мы не должны сглупить где-то в материальных доходах, просчитаться с чем-то. Мы не должны, вообще должны быть, может быть, в течение года внимательны как к сумочкам, к паролям аккаунтов, если вы тем более посредством интернет зарабатываете даже, да. Вообще мы сами себя должны страховать, потому что люди, может быть, неожиданности, это те, которые могут и как и льстить, чтобы где-то наше внимание было более затуманенное, или к чему-то нас склонять, или просто по этой карте буквально мы что-то не должны прошляпить и чего-то лишиться. Люди, видимо, могут сами по себе где-то с вами хитрить, и о чем нам говорит карта? И вам хитрить тоже придется, и скрывать. Вот откуда у нас и карта ля Папес, о себе много не рассказывать никому. Видимо, вот нам говорят, что у вас как будто, мои дорогие козероги, будет один как минимум человек. Один, вот видите, выпадает нам здесь на личную жизнь, как будто вот в паре, вот пара. И будет, видимо, один человек, кому вы можете это доверить, а всем остальным как будто нет. Поэтому будьте внимательны. Что важно знать? Давайте мы такую карту достанем для вас на 2024 год. Больше в обороне. Как будто существует по девятке жезлов, существует только два направления, в которых мы участвуем. Первое, если нам что-то угрожает. Или нашему благополучию, или нашей должности, но неважно чему, нашему какому-то статусу. Тогда надо продумать рационально свои действия. Или когда мы чего-то не должны упустить. Но упустить все то, что по закону, повторяюсь. Как будто могут, кстати, с учетом семерки мечей, люди где-то на вас воздействовать, чтобы вы на что-то согласились, как на какой-то проект или на чье-то участие. Такое тоже может быть. По девятке ведь это всегда как будто у нас очень много сил. Но мы эти силы должны в правильном направлении распределить. Мы не должны себя обесточить, в том плане, когда за какую-то многозадачность беремся. И тогда мы из девятки, кстати, жезлов получаем вот эту самую десятку. Она нам уже выпадала и говорит, что будет усталость. Может быть, эта усталость будет, когда мы пытаемся двигаться сразу в нескольких направлениях, а нам тут только про два направления сказали. Почему нам еще говорят сохранять силы? 9 по нумерологии, впереди перемены. Перемены не заканчиваются в 2024 году. Это будет где-то с заходом на 25-й. Давайте, вот, видимо, это для вас важно знать. Берегите свои силы, правильно рассчитайте. Где-то ведь нам ведь и четверка-то мечей говорит о чем? Режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки. Отдыхайте. Две карты про отдых. Ну и здесь-то тоже отчасти где-то про то, что распределить. Как будто мы со своими возможностями не должны просчитаться, понимаете? Что скрыто? Вот мне интересно. С учетом старшего аркана ля Папеса. Что от вас скрыто? Может быть. Есть конкретный человек, который может от вас скрывать. И если мы переложим на знаки зодиака, это король мечей, стихия воздух, это у нас близнецы, весы, водолей. Или у человека в этом знаке может быть асцендент. Кто знает, а может быть и по луне этот знак зодиака, если мы берем где-то гороскопы. Но по этой карте у нас что скрыто? По этой карте проходят служители закона. Значит, если мы говорим про закон, мы не должны его нарушать. Нам об этом уже сказали. Значит, у кого-то может быть, знаете, и вы должны это какой-то коварный, хитрый план разгадать, когда вас действительно, мои дорогие, вы не должны сглупить, просчитаться с чем-то,
Как я уже сказала, а потом вот с этим самым законом остаться в одиночестве и где-то так героически выкарабкиваться из какой-то ситуации. Поэтому законы не нарушаем. Где-то нужно принять во внимание, что люди могут хитрить. У кого-то буквально может проиграться история, которая в суде, и где-то вам сказали одно, а сами пошли в суд подали. Вот и такое может проиграться у вас, потому что выпадает карта Ля Папеса. То есть элемент, когда людям верить нельзя. Есть только очень узкий круг, кому мы можем доверять. И здесь может проиграться еще любая другая ситуация. По этой карте может быть, если мы говорили, что по пажу, вот, например, мечей, очень хорошо узнавать правду истину. И отчасти это у нас король мечей. Мы, если нужно, обращаемся к адвокату. Мы, может быть, пользуемся услугами юриста, чтобы узнать, как в отношении нас работает закон в том или ином случае, прежде чем на что-то согласиться. Если мы еще каким-то делом занимаемся, когда мы не профессионалы, как будто по этой карте следует обратиться к специалисту. Буквально у кого-то придется, может быть, разобраться со своим здоровьем, не строить домыслы, а пройти обследование, сходить к врачам, чтобы о себе что-то знать наверняка. Вот самое главное, правда истина, понимаете? Где-то вам самим, что скрыто, придется быть в более рациональных энергиях, и чтобы не замечтаться с одной стороны, с другой стороны, от усталости буквально не рухнуть, уставшие люди делают ошибки, и тоже с чем-то вот не просчитаться. Э, Интересный у вас год, но есть и большие плюсы, есть и возможности. Но я бы еще сказала, мои дорогие козероги, будьте внимательны к своему окружению. Как будто на окружение в целом, если вот как мы посмотрели, выпадает карта императрицы, нет как бы подвоха. Но когда мы начали с вами смотреть достижения какие-то, да, или ваши амбиции, то, что вы хотите построить карьеру или, ну, что-то осуществить, вот здесь могут быть нюансы. Поэтому предусматривайте, просчитывайте на несколько шагов вперед, будьте рациональны. Наверное, самое главное о себе много не рассказывать. Чем, наверное, как в той поговорке, о нас меньше знают, тем мы лучше отдыхаем, это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.